Готовим десерт с ярким вкусом лимона и воздушным муссом. И самое главное, приготовить его сможет даже тот, кто раньше никогда не готовил подобные десерты. И начнем с приготовления песочного коржа. Точные пропорции для вашего удобства снизу под видео. Здесь я всыпаю в пшеничную муку сахарную пудру, один желток и холодное сливочное масло. Желательно заранее его нарезать на небольшие кубики, чтобы было легче объединить. Я не советую использовать миксер, лучше объединять все именно вручную. И как только все ингредиенты объединили, добавляем холодную воду. Желательно добавить сначала 1 столовую ложку, затем посмотреть на консистенцию. Возможно, вашей муки потребуется еще столовая ложка, но не переборщите. Убираем тесто в холодильник на случай, если у вас в помещении слишком жарко, или приступаем к раскатке. Раскатываем тесто между двумя пластами пергамента, так намного удобнее работать. И раскатываем, как бы растягивая тесто между листами. И как только раскатали тесто, подгоняем под нужный размер формы. Я буду собирать десерт в кольце на 20 сантиметров в диаметре, поэтому такой размер мне достаточно подходящим. Накалываю вилкой во всех возможных местах и отправляю в духовку. Пока корж еще теплый после духовки, сразу вырезаем нужный размер. Я просто надавливаю свое металлическое кольцо, и тем самым у меня готов нужный размер моего коржа. Ну а само тесто получается очень вкусным. Вы можете использовать этот рецепт для приготовления домашнего печенья. Такую основу под десерт можно приготовить и заранее. Главное, храните ее в закрытом контейнере. Ну а теперь приготовим лимонное компоте. Для начала нам нужно замочить желатин в холодной воде. Хорошо объединяем, убираем в сторонку, чтобы он хорошо набух. Ну а пока желатин отдыхает, займемся другими ингредиентами. Нам потребуется сок и мякоть от одного лимона. Желательно лимон взять покрупнее и посочнее. Вообще этот этап можно пропустить, не готовить лимонный компоте, но с ним будет намного вкуснее. Будем нагревать сок и мякоть лимона вместе с сахаром. И сюда же мы добавим пару капель красителя желтого, но это тоже не обязательно. Для яркого насыщенного цвета пару капель, конечно, не повредят. При постоянном помешивании нагреваем смесь на среднем огне. И как только мы замечаем, что смесь уже доходит до закипания, добавляем крахмал. Крахмал обязательно объединяем с холодной водой, ни в коем случае не теплой, не горячей, а именно холодной. Хорошо перемешиваем и добавляем в общую массу. И обязательно постоянно помешиваем лопаткой, так как крахмал загущает нашу смесь, и она может легко начать прилипать к сотейнику. Заканчиваем приготовление, как только смесь перестала быть белой, мутной, а стала уже теперь в горячую массу нам нужно добавить разбухший желатин, и желательно его заранее в микроволновой печи немного подогреть импульсами, буквально 5-10 секунд будет достаточно. Добавляем опять, хорошо перемешиваем и можем использовать. На испеченный корж я ставлю металлическую форму кольцо диаметром 20 сантиметров и сразу же заливаю горячую массу. На случай, если форма прилегает неплотно, желательно внутри обернуть ее фольгой или, например, пищевой пленкой. Теперь, когда компоте готово, приступаем к приготовлению мусса. В желатин заливаем холодную воду и также хорошо размешиваем и оставим для набухания. Начинаем приготовление именно с желатина, так как ему потребуется время для застывания. И займемся шоколадом. Либо можете использовать шоколадную глазурь. Растапливаем в микроволновой печи до такой текучести и сюда же добавляем молоко. Молоко обязательно используйте горячее. Подогрейте его заранее в микроволновой печи и добавляйте сразу ванильный сахар. Все хорошо объединяем силиконовой лопаткой, чтобы не осталось никаких неразмешанных кусочков. Затем займемся сливками, используем их обязательно холодными. Взбиваем на средней скорости миксера, постепенно можно немножечко увеличить скорость, но никогда не взбивайте их сразу на высокой скорости. Нужно добиться таких мягких пиков. И если шоколадная глазурь уже остыла, можно добавлять ее к сливкам. Я обязательно добавляю частями через сито, так как шоколад мог где-то остаться еще комочками, и на всякий случай я процеживаю через сито. Затем лопаткой все хорошо объединяю. Если ваш шоколад будет слишком горячим, то сливки осядут.
и мусс уже потеряет свою структуру. Поэтому обязательно остудите немного шоколадную глазурь, и затем можно добавлять в сливки. И теперь я достаю из холодильника нашу застывшую основу из песочного коржа и лимонного компоте. И сразу выливаю весь молочный наш мусс, выливаю и хорошо разравниваю лопаткой, опять-таки накрываю пищевой пленкой и убираю в холодильник до полного застывания. Ну а теперь заключительным этапом приготовим желе, которое будет у нас на верхушке нашего мусса. Опять-таки заливаем желатин холодной водой и убираем его в сторонку для набухания. Желатин во всех этапах я использую именно порошковый. С ним мне намного удобнее работать, но можете использовать и листовой, единственное, пропорции будут немножко другими. Теперь в сотейник я заливаю воду, затем сок лимона и сахар. Именно это желе будет играть основную роль вкуса, и можно его приготовить не только на соке лимона, но и, например, на соке апельсина. Тоже получится очень вкусный цитрусовый такой десерт. Я добавляю цедру от одного лимона, можно добавить даже от двух, будет только вкуснее. Ставим на средний огонь и при постоянном помешивании нагреваем. Когда смесь достигает закипания, я добавляю краситель. Использую именно жидкий водорастворимый краситель желтого цвета. Не обязательно его добавлять, ведь цедра все равно дает свой оттенок, но мне понравился именно такой солнечный цвет десерта. После закипания я переливаю в отдельную емкость и сюда же буду добавлять разбухший желатин, который также в микроволновой печи я уже растопила. Добавляю, хорошо перемешиваю до однородности. Обязательно это желе нужно остудить до полного остывания и уже холодным использовать. После остывания выливаем наше желе на готовый десерт. Он у нас тоже из холодильника, холодный, но выливайте обязательно по 1 столовой ложке, чтобы не испортить внешний вид. Если ваше желе уже полностью остыло, можно сразу все желе вылить. Если же оно все еще немножечко теплое, то лучше сделать тонкий слой, немного остудить в холодильнике, а затем вылить оставшуюся часть. И снова убираем в холодильник до полного застывания. Кстати, застывает довольно быстро. Ну а теперь мокрым ножом можно пройти по краям формы, чтобы не повредить десерт. Достаю из формы и сразу нарезаю на порционные десерты. И, кстати, для красивого и ровного среза обязательно используйте горячий нож. И, кстати, после каждого среза я обязательно протираю нож бумажным полотенцем. И именно так получается красивый, ровный и аккуратный срез. Обычно я ничем не украшаю этот десерт, он вкусный и сам по себе. Но в этот раз я украсила немного белковым кремом. Если захотите приготовить также, в описании написала, как сделать. У нас получился хрустящий песочный корж, яркое лимонное компоте, нежный мусс из белого шоколада и тонкий слой лимонного желе сверху. Желаю вам приятного аппетита и смотрите и другие мои рецепты.